Анализ и характеристика 2020 года, пользуясь системой Aura-Soma. Прежде всего, хочется сказать с точки зрения нумерологии. 2020 год у нас проходит под числом 4. Четверка – это у нас стабильность, структура, система, порядок, построение, организация, интеграция. Это практический опыт, измерение, определение чего-то. Четверка олицетворяет устойчивость и прочность. Поэтому надежность четверки отображается обычно либо квадратом, либо крестом, то есть сторонами космоса или мироздания. Как в славяно-арийской традиции были 4 мира – Славь, Навь, Правь и Явь. Также еще символами являются 4 времени года и элементы стихий – огня, земли, воздуха и воды. Четверка символизирует собой очень рациональную организацию. И также четверка, можно сказать, объединяет дух и материю, движение и покой и воплощает в себе принципы симметрии, равновесия и прочности. И вот он, эквилибриум номер 4 в системе Aura-Soma, дословно солнечный. Желтый над золотым. И основная тема этого эквилибриума – он помогает раскрыть внутреннее знание и внутреннюю мудрость. Можно сказать, что главное утверждение звучит так: «Я получаю все больше и больше знаний». Ведь желтый цвет ассоциируется у нас со светом, солнцем Бога. Это индивидуальная воля, интеллект. Это наши сомнения и страхи. Это зов души для чистого осознания. Желтый – это радость и счастье, смех. А золотой цвет ассоциируется у нас с мудростью, с просветлением, со славой, с вершением, с правосудием, с проницательностью. Золотой также – это наше желание, это осознание нашей самозначимости, это экстаз и глубокий уровень радости, это экзальтация. Поэтому можно смело сказать, что один из основных лейтмотивов 2020 года – это информативность, а также освобождение, дословно высвечивание от наших страхов и ограничений в любой форме и контроль нашего эмоционального фона. Солнечный эквилибриум помогает нам превратить мечты в реальность. Он открывает доступ к знаниям прошлых времен и помогает применять эти знания и постичь их разумом и сердцем. Это заставляет нас осознать, что получение знаний более ценно, чем накопление имущества. Поэтому 2020 год дает нам способность к организации. Он поможет нам устранить эмоциональные блокировки, освободиться от страхов, от трусости, иллюзий, недосказанности, недоверия, внутренней неполноты. Он даст нам доступ к внутреннему руководству, то есть наше высшее «Я» и реализация нашей миссии, и включение нашей интуиции. Хочу сейчас обратиться к схеме чакр по Элизабет Клэр Профит. Коронная чакра солнечно сияюще желтая, а солнечное сплетение золотой. Какое совпадение, не правда ли? Поэтому вне сомнений, также девизом этого года и его событий можно назвать соединение божественной воли с индивидуальным «Я». Следующим шагом я возьму дату из старославянского календаря. В марте 2020 года наступило 7528 лето от сотворения мира в звездном храме. Вот эту дату я и хочу взять для дальнейшего анализа. И посмотрите, вот он эквилибриум номер 75. Маджента или пурпурный
и турквайз – морская волна. Основной девиз этого эквилибриума звучит следующим образом. Любовь свыше пробуждает поток креативности и индивидуальности. Девиз «Моя цель в том, чтобы видеть жизнь заново с любовью». Это прекрасный эквилибриум. Коротко можно сказать, что он дает чувство безопасности и любви в потоке жизни, переориентацию в социальных взаимоотношениях. Если говорить по чакрам, то это сердечный центр и зона между горловой чакрой и третьим глазом. И более детально пройдемся по цветам. Турквайз или бирюзовый – это у нас активный процесс индивидуализации. Это трансразмерность и межуровневость любой информации. Это творчество, спонтанность, игривость, коммуникация на основе вдохновленной, полной внутренней свободы. Это самовыражение или экспрессия, вдохновленная искусством. И маджента, пурпурный. Это милость. Это высшая божественная любовь. Можно назвать Матери мира. Это забота в действии, забота во всем, что ты делаешь. Это способность распознавать и давать любовь в самых мельчайших деталях. Маджента – это душевный трепет, энтузиазм. Поэтому, возвращаясь к основному лейтмотиву этого эквилибриума, который звучит «Любовь свыше пробуждает поток креативности, то есть созидания, и индивидуальности», можно смело сказать, что и характеристика этого года указывает нам на необходимость умения смотреть на события за пределами своей коробки и умение делиться уникальными перспективами с другими и быть понятыми индивидуально. Поэтому в этом году все, что бы ни было решено сделать, пусть это делается с энергией свободы, энтузиазма, творчества, заботы и любви. И перейдем теперь к номеру 28. Посмотрите, вот он, эквилибриум номер 28 в ауросоме. Эквилибриум Леди Марион. Зеленый поверх красного. Зеленый цвет – это природа, рост, объединение, это открытие, свобода, широкий взгляд, панорамный взгляд. Это надежда и мир. Это интуитивная ясность. И красный – это Мать-Земля, наша планета. Это кровь, как экзистенциональный базис жизни. Красный – это очищающее пламя. Это заземление, выживание, материализм. Это смелость и сильный толчок духовного пробуждения. Это вопросы безопасности, наши страсти и гнев. И это противоположные цвета в ауросоме. Поэтому задача не из легких для нас в этом году – найти баланс и новую организацию противоположностей. Поэтому основную тему для этого эквилибриума и для этого года можно обозначить как «время для нового начала». В плане чакровых энергетических центров по Элизабет Профит это будет Свадхистана и Аджна, третий глаз. То есть соединение тела и ума, соединение интуиции, разума, чувств и действия. Эквилибриум номер 28, а соответственно этот год, показывает нам вектор для нахождения баланса в этом году между интуитивной, мягкой женщиной и аналитическим, страстным мужчиной внутри себя. Этот год дает нам возможность пересмотреть свой путь и свои действия. У нас есть возможность разрабатывать новые перспективы и интегрировать их. И этот эквилибриум номер 28 Леди Марион символизирует верность и честность по отношению прежде всего к себе,
А это, согласитесь, очень ценное качество в вопросах пересмотрения и самоанализа. Поэтому каждый из нас может в этом году сказать: «Я нахожу свой путь через свое существо. Я нахожу внутреннюю силу, чтобы стоять в моем новом собственном пространстве. Пространстве ясности, пространстве надежды, роста, мира, объединения». Этот год поможет нам построить новое доверие и принимать решения на основе доверия. Это очень полезно для решения проблем. Поэтому в этом году мы можем стать настоящим источником силы, свободы, уверенности и воодушевления. В целом, анализируя этот эквилибриум номер 28, можно сказать, что этот год показывает нам путь интеграции нашего уникального потенциала, нашего внутреннего огня с трансцендентной интуицией космоса, и тем самым дает нам смелость, успех и радость следовать по этому пути. Общий итог. Этот год выставляет нам сложные задачи, но он хранит и много даров нам и ключей к вратам новой силы, знаний, неведомому доселе новому распознаванию и реализации, интеграции и божественной любви в мельчайших деталях. Итак, вот основные ключи и трамплины для 2020 года. Первый. Информативность. Новый практический опыт. Новые открытия и распаковка мистических пророчеств и древних знаков. Новые структуры и пути взаимодействия. Второе. Очищение и раскрытие на самых глубинных планетарных и космических планах. Так называемый Великий Переход планеты в новую эру уже в активной фазе теперь. И мы все являемся пассажирами и плывем на корабле нашей планеты Гая Мидгард. И паттерн, трафарет, все возвышающихся вибраций света все более утончается. Это все более проявляется как в макро, так и в микроуровнях. И мы станем свидетелем еще больше соответствующих событий в мире в этом году. Целые институты, формации, сервисы, роды деятельности человека, формы организации и взаимодействия, известные и привычные нам сегодня, могут исчезнуть безвозвратно. И это хорошо. Здесь уместно упомянуть появившийся в начале 2020 календарного года новый эквилибриум номер 117. Бирюзовый над красным. Тоже очень много говорит в подтверждении уже озвученного анализа, не правда ли? Но мы не будем касаться в рамках этого видео. Кому интересно и вообще в целом, задавайте вопросы в комментариях или давайте договоримся о консультации. Исходя из предыдущего пункта, можно сказать, что этот год будет в ходе этого просеивания через сито света выворачивать и ломать людей старой формации и грубых и ложных вибраций, то есть материалистического потребления, апатичных, жадных, гневных, с вредными привычками, кто еще не перешел на веганство и этичные продукты, кто с множеством индивидуальных страхов и послушный раб матрицы, как фильм «День сурка» и так далее. Им придется еще сложнее, чем даже в предыдущие годы, так как сказано, что время ускоряется, а сетка света все больше утончается. Вот оно, разобранное ранее столкновение противоположностей: красный, подсознательный, центростремительный и закрытый, и зеленый, активный и сознательный, центробежный и растущий. Поэтому этот год будет уже в жесткой упаковке требовать от таких людей пробуждения, серьезного самоанализа их жизни и трансформации уже в экстренном режиме, либо обстоятельства сложатся
к их уходу с планеты. Еще один общий вывод или ключ на основании проделанного анализа. Этот год знаменуется, если можно так сказать, соединением Солнца Бога с вашим внутренним Солнцем. Соединение божественной воли с индивидуальным «Я», синхронизация уникального индивидуального потенциала с божественной мощью, слиянием индивидуального сияния и намерений с божественной свободой и любовью. Поэтому мы, преуспев в этом году, найдем в себе расцвет и радость, баланс на качественно новом уровне между нашими рациональными и интуитивными способностями, между мудростью, внутренним стержнем, правосудием и мечтами, новой надеждой, свободой и панорамным видением. Мечтайте. Это очень полезно. Мечтайте о самом возвышенном. Успехов в творении вашей прекрасной реальности и поддержки и благословений светлых сил во всех ваших благих светлых начинаниях и свершениях на благо вам и всей Вселенной.